Кто-то из хозяев выставил из дома на улицу бульдога-девочку. А она была приличной домашней собакой, сейчас же быстро подхватила чесотку. Превратилась в жалкое, грязное и больное создание, очень страдающее в уличных условиях. Ведь собака не привыкла к такой жизни и вмиг потеряла свой иммунитет. Холод, плохое питание, отсутствие всякого ухода сделали ее неприглядной, грязной и запущенной. Да еще с обширной чесоткой. А потом и короткая ее шерсть повыпадала. На теле образовались чуть ли не сплошные ранки. Животное нуждалось в неотложной медицинской помощи. Но вот ее заметили. Сначала собака перепугалась так, что жалась вся и замерла. Но на ее тело аккуратно положили одеяльце и потом так смогли поднять ее на руки. У собаки была низкая температура тела. Она, гладкошерстная да к тому же нездоровая, не могла противостоять холодной погоде и своим развивающимся заболеваниям. Была до крайности слаба. Но на счастье, ее отвезли в клинику, где врачи взялись за ее лечение. Были прописаны лечебные ванны, также мази с антибиотиками и качественное, калорийное питание. Ежедневно врачи фиксировали, что состояние уличной гостьи улучшается. Бульдог крепнет и здоровеет. Спустя некоторое время собака по кличке Пампкин, так ее назвали волонтеры или просто тыковка, вовсю носилась по коридорам, радуя собой всех. Шерсть у собаки выросла, вес стал больше. Так что бывшая бездомная стала собачкой с миленькой мордочкой. И всегда не грустной, а очень довольной. Сейчас у тыковки все хорошо. Она живет в доме у новых владельцев, которые не только дают ей на обед разные вкусняшки, но и порой балуют. Стараются так все организовать, чтобы собака чувствовала себя нужной этим людям. У нее теперь иная кличка Кеннеди, так что одиночество она не испытывает. Тем более, что в этой семье живет еще один пес. Они отлично ладят между собой, не ссорятся. Поэтому грустить или скучать Кеннеди не приходится.